На первый взгляд миниатюрный леопард, а на деле существо, которое лазает по деревьям лучше любой обезьяны и может висеть вниз головой, вцепившись задними лапами в ветку. Так живет Маргой, дикая кошка, которую почти невозможно заметить в лесах Амазонии. Он живет на деревьях, как белка. Не просто лазает, а совершает кульбиты, которых не повторит ни одно животное. Его задние лапы умеют поворачиваться почти полностью назад, что позволяет ему спускаться по дереву головой вниз, цепляясь как ниндзя. Он не боится высоты, потому что его тело — это один сплошной амортизатор. Он нападает сверху, вылетая из кроны, как тень. Поймать его на видео почти невозможно. Словно он знает, где стоит камера. Другая — Анцила, маленькая, с округлыми ушами и глазами, которые светятся в темноте, как лампочки. Но под этой милотой абсолютный хищник. Она обитает в тропических лесах Бразилии и Колумбии, охотится на мелких грызунов, птиц, ящериц. Не терпит чужаков, даже собственных сородичей. Ее пятна размазаны, как будто художник работал по мокрому холсту. Это идеальная маскировка в дождевых лесах. А вот анская кошка — одна из самых редких на планете. Ее шерсть серо-белая с черными пятнами, и она сливается с пейзажем так, что даже опытный биолог может не заметить ее с 10 шагов. Она живет на высоте более 10 тысяч футов среди ледяных ветров и скал. Ее добыча — высокогорные грызуны. Но в культуре анских племен она почти божество. Убить ее — плохая примета. Даже современные браконьеры боятся связываться с этим призраком. Все три кошки разные, но объединяет их одно — абсолютная адаптация к своей среде. Они не бросаются в глаза, они не рвутся в бой. Но если ты оказался на их пути, у тебя почти нет шансов. И все же есть те, кто еще загадочнее, те, кого не видел никто. Их существование почти миф. Но факты говорят сами за себя. Призраки джунглей. Некоторые дикие кошки существуют как загадки. Ты не найдешь их в зоопарках, не увидишь в документалках BBC. Их фотографии как редкие кадры из архивов спецслужб. И все же они реальны. Дымчатая кошка — существо, будто сошедшее с доисторических иллюстраций. Ее тело длинное и гибкое, как у змеи, лапы. Огромные клыки, непропорционально длинные. Ее шкура переливается серым и золотистым дымом с узорами, напоминающими облака. Эта кошка способна лазать по деревьям не просто ловко. Она может двигаться по ним вверх ногами, как летучая мышь. Но главное, ее почти никто не видел вживую. Даже исследователи с фотоловушками считают, что если поймали один кадр за год, это успех. Кошка с Андаманских островов — почти городская легенда. Местные называют ее «ночной взгляд». Ее описывают как темную, полосатую, с глазами, отражающими даже малейший свет. Она не боится человека, но всегда уходит раньше, чем ты ее заметишь. Официально она едва ли признана видом, настолько мало данных. Ученые спорят, существует ли она вообще. Но следы, царапины на деревьях и вспышки глаз среди джунглей говорят за нее. И, наконец, кошачий фантом из Южной Америки. Единственная информация о нем пришла из музейного чучела, сделанного столетия назад. Оно стоит в старом зале без названия. Исследователи не знают, к какому виду его отнести. Возможно, это исчезнувший родственник Маргая, а может, совершенно отдельная утерянная ветвь дикой эволюции. Все эти кошки наказаны на грани миф. Но следующее будет еще неожиданнее. Убийца весом в 5 фунтов, который охотится с точностью профессионального убийцы. Карманные убийцы. Если ты увидишь ее в дикой природе, можешь и не заметить. Она размером с небольшую подушку. Но в ней скрыт инстинкт, оточенный миллионами лет. Маленькое тело, но самая высокая успешность охоты среди всех кошачьих на планете. Черноногая кошка — ночной охотник из Юга Африки. Ее шерсть золотисто-серая, с темными кольцами на лапах. Отсюда и название. Она весит меньше среднего домашнего кота, но способна пройти несколько миль за ночь, охотясь на все живое, что меньше ее. В статистике дикой природы она чемпион. 9 успешных атак из 10. Даже тигры не дотягивают. Она не мяукает, не шипит. Она просто появляется и исчезает. Быстро, тихо, смертельно. Манул или палласов кот — пушистое недоразумение. Он выглядит как обиженный комок шерсти с короткими лапами. Но это обман. Живя в горах Азии, он охотится на сурков и мышевидных. Его глаза расположены шире, чем у других кошек, а уши ниже, чтобы его не заметили на фоне камней. Он не бегает, он ждет. В неподвижности он может провести часы, слившись с ландшафтом. Его стратегия — не преследование, а внезапная атака. Его оружие — терпение. Обе кошки малы, но смертоносны. Их никто не берет в цирке. Они не выживают в неволе. Их нельзя дрессировать, потому что внутри чистый хищник. И это удивительно напоминает обычную домашнюю кошку, или нет? Домашний хищник. Когда ты смотришь на него, кажется, что это просто странный уличный кот. Только уши какие-то слишком длинные, и лапы, как у модели на подиуме. Но когда он прыгает, становится ясно — это не кот. Это убийца, созданный для полета.
Каракал — символ грации и смертельной точности. Его уши с кисточками вот не просто украшение, а инструмент. С их помощью он улавливает малейшее движение травы. Он может прыгнуть вертикально почти на 10 футов и схватить птицу прямо в полете. В Африке он считается настолько ловким, что некоторые народы верят, если у тебя есть душа каракала, ты станешь идеальным охотником. Рядом с ним сервал. Высокий, худой, с золотистой шкурой в черных пятнах. Его ноги почти как у собаки. Все ради одного — слышать и прыгать. Он может отстоять неподвижно 20 минут, а потом взмыть в воздух и схватить добычу с ветки. Его уши как локаторы, он слышит мышь под землей. Иногда этих кошек берут как экзотических питомцев и делают большую ошибку. Потому что однажды они просыпаются в доме, где вместо котенка по столу ходит тихий сосредоточенный охотник, которому не нужны игрушки. Ему нужен инстинкт. Но даже эти не самые странные. Потому что в лесах Азии скрывается вид, у которого зубы выглядят как у доисторического зверя. Облачные хищники. Если бы тебе показали ее череп, да, ты бы решил, что это саблезубый тигр. Если бы увидел ее на дереве, решил бы, что это большая кошка-обезьяна. Но это не выдумка. Облачная кошка — настоящий доисторический хищник, застрявший в нашем времени. Ее клыки слишком длинные для современного зверя, но она научилась использовать их так, что убивает почти бесшумно. Обитает она в лесах Юго-Восточной Азии, там, где влажно, темно и почти нет дорог. Лазает она лучше, чем все остальные кошки. Может держаться за ветку одной лапой, спускаться вниз головой, перемещаться по кроне деревьев без единого звука. На островах, таких как Суматра и Борнео, живет ее сестра, немного мельче, еще более скрытная. Ученые до сих пор не решили, это отдельный вид или подвид. Но одно ясно. Она исчезает из кадра быстрее, чем камера успевает сфокусироваться. Это кошки, которых почти никто не видел. Но они существуют. Они убивают молча, исчезают без следа и выглядят так, как будто вылезли из фантастического романа. А теперь перемещаемся туда, где все иначе. Где дикая кошка живет на острове, и у нее нет пути к отступлению. Островные охотники. Остров — это капкан природы. Нет пути к отступлению, нет чужой помощи, только ты и твоя стратегия выживания. Кошки, оказавшиеся в таких условиях, стали чем-то совсем иным. И Риомоте-кот живет на крохотном японском острове посреди океана. Его шерсть тусклая, словно покрыта пеплом, чтобы сливаться с влажной листвой и тенью мангров. Люди встречают его редко. Он не боится, просто не интересуется. Эта кошка ведет себя как дух. Выходит на охоту в сумерках, крадется вдоль ручьев, исчезает без звука. Ее боятся даже собаки. Есть и другие, да, например, кошки острова Борнео. Одна из них болотная, с узким черепом и глазами, полными отражений воды. Ее мир не суша, а болот. Она способна охотиться на крабов, нырять за рыбой, идти вдоль русел, как будто родилась земноводной. Она тиха, потому что знает, каждый звук — это шанс быть замеченной, а замеченной — быть убитой. На островах кошки становятся другими. Они становятся молчаливыми, точными, независимыми. Здесь выживает не самый крупный, а самый незаметный. Но еще удивительнее — это кошки, которые воду не просто терпят, а превращают в свою территорию. Амфибии в мире кошек. Сколько раз ты слышал, что кошки не любят воду? Забудь. Некоторые дикие кошки рождены, чтобы охотиться в болотах, плавать через реки и скользить по берегам, как выдры. Рыболовная кошка мускулистая, широкоплечая, с лапами, похожими на весла. Она живет у рек и озер, и когда приходит вечер, становится королевой водоемов. Ее метод прост. Тишина, наблюдение, молниеносный удар. Она ловит рыбу, черепах, даже змей, не промокая до костей. Ее шерсть отталкивает воду. Но есть и другой водный хищник. Кошка с вытянутой мордой и плоской головой, на вид почти уродливая. Но в воде она как нож, пронзает прибрежные заросли, шлепает лапами по поверхности, поднимает муть и выныривает с добычей в зубах. Она не издает ни звука, ее почти не видно. Но в ее мире никто не чувствует себя в безопасности. Эти кошки переиграли инстинкты своего рода. Они не просто исключение. Они эволюционировали в амфибий с когтями. Но если ты думаешь, что это редкость, тогда посмотри на кошек, которые выживают в мире без воды вовсе. Смертельная тень пустыни. Где нет воды, тени, где все сжигает солнце и режет ветер, там тоже живут кошки. Молчаливые, скрытные, будто созданные из песка. Песчаная кошка, бежевый дух дюн. Ее шерсть бледная, как выжженный бархат. Лапы обросли мехом снизу, чтобы не обжигаться о горячий песок и не оставлять следов. Она не ищет воду, вся ее жидкость в теле добычи. Ее уши распахнуты, как радиолокаторы, слышат даже подземное шуршание. Она живет так, будто ее нет, и появляется, только чтобы убить. Есть и другие пустынные одиночки. Чуть крупнее, чуть ярче, но не менее смертельные. Некоторые из них встречаются в Средней Азии, где скалы и степи дают укрытие. Они молчаливы, живут в одиночку, и если встретят сородича, это закончится дракой. Песчаная жизнь не терпит лишних ртов. В пустыне нет места для слабых. Здесь выживает не хитрый, а дисциплинированный. Но есть кошки, у которых даже среди леса нет друзей. Только одиночество и ярость. Мстительные одиночки.
Некоторые кошки выбирают одиночество не потому, что не могут иначе, а потому, что им никто не нужен. Они охотятся в одиночку, живут в одиночку, дерутся в одиночку. Африканская золотая кошка — одна из самых скрытных в мире. Ее почти не изучали, потому что найти ее все равно, что найти золотую жилу. Она крадется в лесах Центральной Африки, как призрак. Ее охота — это тишина и ярость. Ее цель — птицы, обезьяны, иногда мелкие антилопы. И когда она нападает, это шок. Настолько быстро, настолько точно. А в Юго-Восточной Азии обитает еще одна лесная кошка. Пятнистая, с телом акробата. Она может прыгать по деревьям, перепрыгивать через просветы в листве, лазать как белка и никогда не выдает себя. Ее называют кошкой иллюзии. Она как мираж. Кажется, ты ее видел, а потом исчезла. Эти одиночки — вершина хищничества. У них нет стаи, нет семьи, нет партнеров. Только лес, только охота, только смерть. Дикие тигрята. Не каждая полосатая кошка — тигр, но есть виды, которые носят такие полосы, что невольно напрягаешься. Они меньше тигров, но не менее опасны. Есть одна особенная. Похожа на домашнюю, но с узором, как у тигра. Она живет в Азии, среди высоких трав и бамбуковых зарослей. Ее полосы, как шрамы, они сливаются с тенями. Она охотится на грызунов, птиц, ящериц, но делает это с хищным напором, которого не ждешь от существа ее размера. В джунглях также можно встретить малых полосатых хищников, которые на первый взгляд кажутся детенышами больших кошек. Но это самостоятельные, дерзкие и свирепые охотники. Они не рычат, как тигры, они просто действуют. Быстро. Безжалостно. Эти кошки словно эхо чего-то большего. Тени тигров, но в их молчаливых атаках та же дикая сила. И все же даже они уступают по ловкости тем, кто живет на деревьях. Пушистые акробаты. Они не ходят по земле, они живут в кронах, двигаются по ветвям, как по лестницам, нападают сверху и исчезают в листве. Эти кошки не просто хищники. Они акробаты, созданные для трехмерного боя. Мраморная кошка — лесной фокусник Азии. Ее тело гибкое, как лоза, хвост длиннее туловища, а пятна похожи на мазки чернил по шерсти. Она передвигается по деревьям почти бесшумно, может прыгнуть на несколько футов вперед и тут же развернуться в прыжке. Ее когти, как крючья, и она умеет карабкаться не только вверх, но и по горизонтальным веткам, подвешиваясь к ним животом. Есть и другая, лесная кошка с таким чувством баланса, что птицы в кронах не успевают отреагировать. Она нападает сверху, точно как удар снайпера. Никто не ожидает атаки с высоты. Но это ее стихия. Эти кошки — мастера трехмерного боя. Их враг — земля, их дом — воздух и лианы. И все же даже они не так редки, как те, кто на грани исчезновения. Последние из рода. Некоторые дикие кошки — это выжившие одиночки в мире, который уже не принадлежит им. Они — последние представители своих линий, их не с кем скрестить. Они живут, как затухающие огни. Кошка Бакира из Индии раньше считалась подвидом, но теперь отдельный вид. Ее ареал сужен до пары сотен квадратных миль. Ученые спорят, как долго она продержится. Она не приспособлена к городам, не умеет жить рядом с людьми. Каждый новый вырубленный лес — это приговор. Другая, скрытая в джунглях Южной Америки, доживает век в одиночестве. Ее родственные виды исчезли. Она сама по себе. И вымирает медленно, без новостей, без плакатов, без зоопарков. Эти кошки — живые ископаемые. Их судьба в прямом смысле слова решается в тени. А что происходит с теми, кого уже не спасти? Погасшие звезды. О них уже не услышишь в новостях. Они исчезли тихо, без громких заявлений, без международных акций. Они просто перестали существовать. Была кошка, обитавшая в тропиках, которую в последний раз видели в XIX веке. Ученые до сих пор спорят, существовала ли она как вид или была подвидом. Но одно ясно — ее больше нет. Осталось только несколько шкур в музеях. Еще одна исчезла совсем недавно. Ее численность падала десятилетиями, но никому не было дела. Не было ни спасательных фондов, ни громких названий. Она просто исчезла. Без следа. Погасшие кошки тому — это предупреждение. Сегодня ты не замечаешь ее, завтра ее уже не будет. Их тишина громче любых протестов. И все же у некоторых из них все еще есть шанс. На грани. Некоторые виды балансируют. Один пожар, одна вырубка, 1 год засухи, и они исчезнут. Но пока они живы. Балийская дикая кошка. Ее ареал сжимается, а плотность населения на острове увеличивается. Она живет между деревнями, среди пальм и кустов. Но ее можно увидеть все реже. Каждый год без потомства — шаг к исчезновению. Другой вид в горах Индии находится под постоянным давлением браконьеров. Их шкура ценится, их среда обитания сокращается. Ученые поставили его в список видов с высоким риском исчезновения. Его спасение — это дело нескольких лет, потом будет поздно. Они пока еще с нами. Но каждый день как таймер, и вопрос не в том, исчезнут ли они, а в том, кто будет последним, кто их увидит. Сила незаметного.
После всего рассказанного становится ясно, настоящая сила диких кошек не в размере, не в реве, не в клыках, а в том, насколько они умеют быть незаметными. Они живут в снегу, в джунглях, в песке, в болотах, на островах. Некоторые прыгают по ветвям, как гепарды по земле. Другие исчезают под водой. Одни размером с ботинок, другие с овчарку. Но всех объединяет одно — абсолютное слияние с природой. Они не символы, не мемы, не экзотика. Это чистая дикая эволюция. И у каждой из этих 40 кошек, где своя роль, своя территория, своя жизнь. Некоторые из них еще не изучены, другие уже забыты. Но каждая из них заслуживает, чтобы о ней знали. И теперь знаешь ты.